Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Мы в Испании», а мы находимся в Дубае. И тема сегодняшнего нашего ролика будет недвижимость Арабских Эмиратов. Чем недвижимость Дубая отличается от недвижимости в Испании? Плюсы, минусы, в том числе доходность по аренде, недвижимость как инвестиции или для проживания. Мы провели очень много бесед, поговорили с риэлторами, с застройщиками, посетили некоторые объекты, посмотрели, кое-что вам покажем, что не является эксклюзивно для риэлторов-застройщиков. И обязательно подведем какой-нибудь итог, а вы смотрите это видео, кому интересны инвестиции, выгодные инвестиции, в том числе за криптовалюту и в том числе в Дубае. Арабские Эмираты знаем для себя 15 лет, приезжали сюда на отдых, жили в отелях разного вида, снимали недвижимость, жили в частных квартирах. Поэтому можем сделать вывод о качестве квартир, о домостроении. После пандемии Дубай имеет вообще огромный скачок в развитии, в том числе в домостроении. Здесь наблюдается тенденция роста, в том числе выросла доходность. Строительство идет огромными темпами, полным ходом, строятся от маленьких студий, которые, кстати, очень привлекательны для инвестиций в качестве аренды, до роскошных шикарных вилл, где живут люди, приобретают наши соотечественники в том числе, и проживают на этих виллах, благоустроенных, в хороших красивых районах. Но что уникально для этой страны, что все это построено в пустыне, прорытые каналы, озеленено, есть много газонов, зеленых парков. И вот в этом году, мы здесь не были 2 года, мы заметили, что есть еще и не только там скайскреперы, такие высокие дома, которые имеют просто огромное количество этажей, но есть еще и такие европейского типа низкоэтажные застройки, это кварталы озелененные с различными магазинами, объектами инфраструктуры, дорожками, спортивными, велодорогами, но высота домов не превышает 5-6 этажей. То есть они напоминают нам Финляндию или Швецию. Это тоже очень привлекательно. Это сделано для того, чтобы немножко как бы рассеять жителей, населения, для того, чтобы не было пробок, то есть избежать какую-то такую уплотниловку и избежать большие-большие пробки на дорогах. Мы находимся на одной из высоток, смотровая площадка Skyview, такое вот Бурдж-Халифа, основные высотки, знаменитый фонтан. Здесь же находится вот это вот Дубай Молл, где вообще собраны все лакшери бренды. Для тех, кто не был и кто представляет себе эту пустыню, неразвитую, что-то еще, посмотрите, какой оазис создан в этой стране за вот эти вот там десятилетия. Это все зеленое, все с водоемы искусственные, поэтому сила размаха строительства вы, наверное, друзья, себе можете представить. Друзья, первые дома, которые были построены в Арабских Эмиратах, имели существенные проблемы, и эти проблемы с годами, естественно, решались. И те, кто сейчас инвестирует именно в недвижимость или покупает недвижимость для своего проживания, конечно, это дома совершенно другого качества. Я приведу примеры. Буквально лет 10 назад, после строительства первых небоскребов, здесь случались очень сильные пожары, так как использовались горючие утеплители, были проблемы там с эвакуацией. После этого шейх принял решение по строительству вертолетных площадок. Сейчас этих проблем нет, сейчас полностью изменились принципы строительства, сейчас используют только негорючие материалы. Лифты уже стали комплектовать большим количеством лифтов сами дома, лифты имеют приточно-вытяжную вентиляцию и так далее, то есть безопасность стала уже на более высокий уровень. И теплоизоляция была всегда на уровне, потому что здесь летом температура достигала, вот именно этим летом нам рассказал таксист, температура доходила до 54 градусов. Не знаю, правда или нет, кто здесь жил, напишите под видео, правда или нет. Да, но так как в этих домах, в этих квартирах потолки начинаются от 3,5 метров до 4,5 метров, большой объем воздуха, прекрасное кондиционирование. Кондиционируются не только квартиры, кондиционируются места общего пользования, коридоры, лифты и так далее. То есть внутри микроклимат соблюдается, и вы чувствуете себя достаточно комфортно. Тот, кто живет здесь, в центре Дубая, допустим, вышел из дома, и вы сразу можете попасть в переходы такие, которые тоже вот Татьяна уже показывала, в которых можно дойти до остановки такси, метро и так далее.
Сейчас мы как раз стоим перед зданиями в красивом месте, где много новостроек, шикарный молл, и здесь находится офис застройщика. И мы как раз-таки проконсультировались по интересующим нас вопросам. Плюсом еще дубайской недвижимости является то, что она не облагается налогом, сама недвижимость, само имущество и прибыль, которую вы получаете с аренды. А в Испании же нужно платить ежегодно налог на недвижимость и, соответственно, легально сдавая недвижимость в аренду, платить налог на доход, вообще платить налоги на все доходы в Испании. Вот в этом различие между испанской и дубайской, ну, соответственно, плюс дубайской недвижимости. В Испании для того, чтобы сдавать квартиру в аренду, нужно получать соответствующую лицензию. И в этом году стали строго проверять наличие такой лицензии. А в Дубае же такой лицензии получать не надо. Вы просто регистрируете договор в определенных органах и сдаете либо в краткосрочную, либо в долгосрочную аренду. Соответственно, доходность выше от краткосрочной аренды, но и больше хлопот и каких-то там вещей по поводу управления. А долгосрочной аренды вы получаете чуть меньше доходность. Как нам сейчас сказали, это 8-11%, что выше, чем в Испании. В Испании где-то 5-7% доходности с аренды, поэтому это является привлекательным еще одним пунктом. В Дубае иностранцы могут купить недвижимость в зонах freehold и сразу получить полное право собственности. Это значит, что владение ничем не ограничено, и недвижимость можно передавать по наследству или продавать. В Испании же для покупки сначала нужно оформить налоговый номер НИЕ и пройти больше бюрократических процедур, что делает процесс немного сложнее и дольше. Также от определенной суммы покупки недвижимости в Дубае вы можете оформить здесь визу. Виза оформляется, ну там все зависит от суммы, на 2 года. И все это делается достаточно просто. То есть нет, как нам объяснили, таких бюрократических препон. Но при этом, как мы наблюдали, есть сложности с банками. То есть также могут на определенную сумму запрашивать документы о происхождении средств. У некоторых закрывают банковские счета, какие-то банки. И здесь нужно, конечно, общаться со специалистами, которые порекомендуют, как открыть, как получить визу, то есть резиденцию в Дубае, что делать и так далее. Но трудности есть, честно вам скажу, трудности есть с банками здесь, в Дубае, по нашим наблюдениям. И, в принципе, как, наверное, и в Испании. Поэтому, ну, здесь уравнены, наверное, варианты, то есть такое минусов, как в Дубае, так и в Испании есть такая сложность. Может быть, даже в Испании более сложно, здесь чуть проще, но, тем не менее, такие вещи встречаются, людям закрывают банковские счета и требуют документы также о происхождении средств. Вот. Ну, как нам объяснили, все решаемо, но, тем не менее, я вам хочу рассказать, что эта проблема есть. Поэтому это можно как минус небольшой отнести, но недвижимость строится большими темпами. На наш вопрос сейчас застройщику, будет ли перспективно сдавать в аренду, есть ли все-таки привлекательность это, насколько, нам сказали, что да, при этом много людей сюда эмигрируют, переводят свой бизнес, сейчас особенно из Великобритании, из Соединенных Штатов, и да, люди очень многие снимают в аренду недвижимость, особенно вот в таких, покажи, Алексей, в таких привлекательных местах. Целый комплекс отстроен с искусственным водоемом, с молом, то есть торговым центром, с бизнес-центрами. Такие высотки, которые современные, и качество домостроения, оно отличается от домостроения в Испании, как уже Алексей рассказал выше. Здесь больше уделяется вопросам теплоизоляции, современным материалам, очень хорошие вентилированные фасады и очень хорошее кондиционирование. Действительно, это здесь присутствует. Множество лифтов в зданиях, то есть они разделены иногда блоками. Один лифт идет там до там, какого-то 25 этажа, другой выше, до 34-го. То есть все очень удобно, народу много, но много очень площадок для лифтов, по 6 лифтов на как бы 3 блока по 6 лифтов в одной башне, ну как бы с одной стороны. Да, на каждую высоту. Торговые центры нам понравились, здесь места остановки яхт. Но, опять-таки, помните, дорогие друзья, что я ничего не пиарю, не рекламирую, я просто констатирую факт отсюда, прямо из Дубая. Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно обращайтесь, пишите. И мы наработали полезные контакты здесь.
связи с застройщиками, с риэлторами, с брокерами. Сейчас мы продемонстрируем вам один из объектов, представленных нам застройщиком. Вы также увидите пример студии. Такие квартиры сдаются в этом комплексе с отделкой и частичной меблировкой, а также бытовой техникой. И вы сможете оценить их стиль и качество. Это где у нас территория? Это аэропорт. Да, вот здесь водите. Так, Видите, это вот будет здесь. такое. Ага, отлично. Отлично. Бесплатно от девелопера. Siemens бренд, и у вас будет 2 года гарантии. То есть квартира сдается с полным ремонтом. Нет, это белый каркас, да, называется. Черновая отделка, полностью с отделкой. Это полный сдается с шкафом и холодильником. Ну, понятно. Бытовой техникой. Да. Застроенные шкафы тоже. Встроенные шкафы, да. Мебель. Без Ну, мебели. понятно, мебель это все, конечно, дизайн индивидуально, это понятно. Да, качество реально. Вот вид на лагуну. Только это ривьера, да, у Да, вас? это ривьера. А наподобие да, ну, такого, то есть, да, типа, вид вот. на лагуну. Ну, Венеция тоже самое качество. Кафе. А, Это вот, всё, то есть это вот всё то, будет, что мы это видим всё здесь, будет, это все Только может мебель. присутствовать. Здесь не мебель будет, остальное все будет. Да. Понятненько. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, этот ролик по недвижимости в Дубае и сравнение с недвижимостью в Испании был вам полезен и интересен. Дополняйте, если у вас есть какие-то дополнения реальные, и задавайте свои вопросы. Если вы хотите действительно проинвестировать и ищете какие-то варианты инвестиций, то рассматривайте и Арабские Эмираты, в частности Дубай, задавайте свои вопросы. У нас есть почта maravilsobakaul.com, и мы теперь работаем еще и в этом направлении. У нас есть коммуникация, у нас есть наши коллеги здесь. Поэтому пишите, мы посоветуем вам надежных людей здесь, в Дубае, которые рассмотрят инвестиционные проекты ваши и решат ваши различные проблемы, помогут открыть счет в банке, получить резиденцию и возьмут на себя сопровождение ваше в Дубае. Это одно из наших новых направлений деятельности, и это действительно привлекательно, это инвестиции, они имеют свои преимущества, надеюсь, вы поняли. Конечно же, каждая инвестиция, каждое предпринимательство, оно имеет определенные риски, но если на старте вы все это проанализируете, просчитаете, грамотно к этому подойдете, с помощью, может быть, помощников, застройщиков, брокеров и так далее, то это может принести вам определенные плоды и определенный успех. Ну, а мы, канал «Мы в Испании», из Дубая, из Арабских Эмиратов, этой прекрасной солнечной страны. Шлем вам огромный привет. Увидимся вновь в наших новых, интересных, полезных роликах. Татьяна и Алексей. Всем удачи, добра. Адьос, амигос. Чао-чао.